Привет, друзья! Мы на нашей репетиционной базе, она же «Точка». И вы много спрашивали нас о том, как мы репетируем, как это все происходит, что у нас здесь находится за оборудование. И сегодня мы вам об этом расскажем наконец. Начну со своего любимого сэмплера, со своей любимой машинки. Это Korg ESX. Его так называют на некоторых форумах красненький, потому что красненькая модель — это сэмплерная модель, а была еще синенькая модель — это синтезатор. В общем, что это такое? Такой мультифункциональный прибор. Реально лучше него до сих пор никто ничего не выпустил. Притом та же фирма Korg выпустила следующую модель Electribe, и это совершенно фигня. Фигня почему? Потому что нет такого количества внешнего управления, что жутко удобно. Есть много очень классических классных сэмплеров, типа Akai и других монстров. И по сравнению с этими монстрами, конечно, Korg Electribe — это просто игрушка. Но при этом, если в других сэмплерах, в том же Akai, нужно долго переставлять параметры вручную или какой-то маленькой одной кнопочкой, то здесь все нужные функции находятся на внешнем управлении, на внешних контролях, что жутко удобно. Делать этот инструмент совершенно самостоятельным инструментом, где вам не нужно ничего программировать, вы можете его чувствовать как гитарист гитару, как барабанщик барабаны. То есть это то, что ты вживую просто берешь и делаешь. И все это легко управляется, все программируется, то есть можно ритм забивать на лету. Смотрите, огромное количество кнопок, ручек, крутилок, которые управляют всеми функциями. Более того, их можно все программировать, то есть они, все их движения, прибор запоминает, если это нужно в режиме записи, и может воспроизводить. Все ручечки крутятся. Тут есть и мелодические линии, можно вырубать, там бас или что-то. В общем, любое баловство, и это баловство и обеспечивает самое главное, что вот на таких приборах можно сделать реально творческие вещи. Так что спасибо этой нашей машинке, Коргу, за то, что мы придумали очень много вещей, в том числе Айкумена и так далее, начиная с этой великой машины. Хоть и старая, она глючит сейчас безбожно и так далее, но я ее люблю всей душой. Эй, фирма Korg, выпустите что-то подобное, только с нормальным количеством мегабайт памяти. Рядом вот здесь в сцепке, посмотрите, это Chaospad корговский. Сейчас очень много разных модификаций Chaospad. Это очень здорово. Он как и процессор, как и сэмплер. В том числе он может обрабатывать сигнал. Вот, можем посмотреть. То есть он обрабатывает сигнал с Корга. У него очень классный контроллер, вот такой, с помощью которого можно очень многие вещи делать. В том числе здесь, конечно, есть и барабаны и все прочее. Но я их практически не использую, там, его функции, кроме как его как педаль-примочку в сцепке. В свое время это было все на концертах, сейчас этого у нас только в студии, мы придумываем с помощью таких приборов на концертах. Эти старички уже не присутствуют, с нами не ездят. Это Korg Kronos, наш основной синтезатор. К сожалению, нашего замечательного клавишника Алексея сейчас нет, он какие-то другие дела делает. Он потом, может быть, у нас отдельно про каждый инструмент будет все рассказано подробно. Сейчас просто такая обзорная вещь. Классный синтезатор, рабочая станция. Пришла в свое время на смену, по-моему, Korg Karma, не самой удачной корговской разработки. Здесь можно делать все от ритмов, арпеджио, каких-то скоростных, да вообще сведения музыки. И многослойные звуки, и плейбэк какой-то. Но мы его используем более традиционным образом, просто как инструментальный прибор.
Это сюда такое огромное количество звуков можно загрузить, по-разному их сводить, то есть это разные слои, и слои по громкости могут быть в Velocity, и по различным параметрам, и разбивка клавиатуры по зонам, соответственно, и MIDI-синхронизация у него есть со всеми устройствами, в том числе с тем сэмплером, о котором я только что рассказывал. То есть это такой мощный, действительно мощный прибор для живых выступлений с огромным количеством функций, в том числе создание плейлистов для быстрого переключения, с различными формами синтеза, от wave-синтеза до FM-синтеза классического. То есть, ну, синтезатор классный, гибкий, но его нужно много изучать, чтобы использовать. В общем, синтезатор как синтезатор. Что еще? Ну, тут наш компьютер. Синтезатор Waldorf, очень классный, в металлическом корпусе, FM-моделирование у него звука, огромное количество возможностей арпеджио и всего прочего, но мы его часто используем и как MIDI-клавиатуру. Программа Reaper, в которой большинство наших проектов находится. Сам компьютер вот такой вот. Здесь жесткие диски, которые можно вынимать на горячую, соответственно, это очень удобно. Как бы как RAID массивом они стоят. Компьютер это Hackintosh, то есть сделано две операционных системы у нас. Одна Macintошевская macOS и вторая Windows. И при загрузке через флешку мы выбираем, в какой системе будем работать. Если нам нужны программы под macOS, мы работаем на нем как на macOS. Если нужны программы под Windows, мы работаем на Windows. Да, очень вскользь упомяну, ребята, вот сюда, вот давайте посмотрим. Это, собственно, наш пульт, и к нему панель расширения. Я о ней рассказывал в видео недавнем про нашу запись. На студии пульт у нас Behringer X32 с панелью расширения, еще на 16 каналов, который является нашей саунд-картой. Мы на нем репетируем и с ним же ездим на концерты, чтобы те же самые настройки сохранились, и мы слышали привычный нам звук. То есть это наша такая рабочая лошадка. Вокальный процессор, но который мы используем в основном не для вокальных дел, а как процессор для обработки различных сигналов, в том числе и флейты. Это TC Helicon Voice Live Touch 2. Вот, в нем огромное количество функций, в том числе октаверы, разные настройки различные, можно там чуть ли не хором петь. И вот я могу показать вот флейту, которую я использую, африканскую флейту, вот как он видоизменяет ее сигнал. Вот эта флейточка моя любимая, играла в песне Moon на ней. Мне очень нравится ее звучание. Но с процессором, который я настроил под нее, у нее рождается совершенно другой звук, более мощный. То есть тут помимо дилея навешан октавер, вот так вот он звучит. Что делает этот уникальный процессор просто классным инструментом для различных экспериментов, в том числе здесь есть и возможность записывать сэмплы, он как луппер работает, он по MIDI коннектится. На самом деле для вокалистов подобный процессор, он позиционируется как для вокалистов, я бы не советовал, потому что у него довольно металлический призвук есть, и он не будет украшать голос, но вот для различных экспериментов или для какого-то искаженного вокала он просто идеально создан. Вот, Ян, покажи, как вот, ну что-то спой, вот я сделал какую-то хоровую тут установку, как можно его экспериментально использовать. Это была песня Dead Condense. Вообще TC Helicon Яна не использует, в основном я его использую для каких-то вот таких своих эффектов или рыков, а у Яны есть другой любимый ей процессор.
MPX-100 Lexicon, довольно древняя, уже раритетная модель. Расскажи об этом чуде. Это чудо. А какого года? В каком году мы его купили? Ну, лет 15 ей, Это наверное, были, уже. знаете, наши карманные школьные деньги. Мы вот купили такую штуку классную. И сделали здесь такие настройки, которые никакая другая машина за кучу лет не смогла повторить и влюбить меня в себя. То есть это One Love на всю жизнь оказалось. И мы пытались повторить этот эффект на других, на каких? На встроенных каких-то... Удивительный эффект. Одинаково все, добились настроек, но когда идет плотный микс, концерт, вот этот прибор просто рвет всех. Лексикон вот лучше всех, он в миксе разборчив, он слышен, и при кажущемся копировании подобных настроек на других приборах, типа TC Helicon или встроенных каких-то внутри цифровых пультах ревербераторов, они, в подметке ему не годятся, поэтому на самом деле вот внешние процессоры, естественно, подобного типа процессоров и у Лексикона, и у других фирм много, но они реально рулят, и если кто-то серьезно относится к своим голосовым или каким-то эффектам на микрофонах, нужно обязательно покупать внешнюю обработку, притом не такого универсального свойства, как TC Helicon, где запихано все, там и хор, и лупер, сэмплер и все прочее, а какую-то вот узколокальную, допустим, как здесь, это delay и ревер, по сути, прибор задержки, двухканальный прибор. Эту нашу студию-базу мы делали своими руками, и она находится в жилом фонде, и многие очень удивляются, кто приходит к нам в гости, как вы типа с барабанной установкой все это репетируете, что никому не мешает. На самом деле здесь мы своими руками сделали очень много разной звукоизоляции, непростой. Вот эти стены, что вы видите, это не просто ковролин на них, но это комната в комнате построена, то есть это металлическая обрешетка, на которую закреплен гипрок, и в промежутке между гипроком и старой стеной заложена минеральная вата для звукоизоляции. Так как минеральная вата имеет свойство лететь в воздух, особенно от вибраций, что актуально на репетиционной точке, она заизолирована вся в полиэтилен, чтобы мы ей не дышали, когда здесь происходят некие мелкие вибрации. Здесь целых 3 пола, включая каменная вата, пол так называемый плавающий, точно не привязан ни к стенам, ни к второму полу, никакими жесткими конструкциями, что обеспечивает некую защиту от низких частот, они не так сильно уходят в перекрытие. Потолок плита акуста, и эти плиты тоже, над ними тоже минеральная вата и различные звукоизоляционные штуки. То есть, в принципе, здесь очень хорошая звукоизоляция, и я надеюсь, мы никому не мешаем. Если что-то мы не рассказали, обязательно спрашивайте в комментариях, расскажем в следующий раз, и может потом будет возможность, мы о каждом инструменте сделаем отдельный мини-фильм.